Вообще на своем канале я редко разбираю такие дела, но сегодня сделаю исключение, потому что это полная жесть. Не так давно в Москве была поймана целая банда бритых голов, которая, по их же словам, очищала мир от недостойных. Вот они уже за решеткой, в черной футболке с надписью «Павел Войтов», лидер этой шайки. Казалось бы, безобидная спичка с челкой до Камчатки, но это вы еще не слышали о количестве жертв. Сегодня расскажу про банду, которая называла себя «Чистильщики». По факту же сброд малолеток, которые с чего-то вдруг решили, что могут лишать жизни кого-то по каким-то признакам, которые сами себе придумали. Как всегда, расскажу все самое интересное в конце, не переключайтесь. Чистильщики – это российская неонацистская банда серийников. В период с июля 2014 года по февраль 2015 убили не менее 14 человек в Москве, Подмосковье и Ярославской области. В качестве жертв выбирали граждан, нарушающих, по их мнению, общепринятые нормы поведения, лиц без определенного места жительства, занимающихся попрошайничеством, злоупотребляющих спиртными напитками и находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Безусловно, это банда, члены которой являлись полными отморозками, вот прям все без исключения. Ну и, кстати, туда входила даже девушка, что меня очень сильно удивило. Но более подробно я хочу с вами поговорить сегодня о Максиме Павлове по кличке Боксер и о Павле Войтове, который являлся лидером этой шайки. Других членов группировки мы, конечно же, тоже обсудим, но весьма поверхностно. Бывшие друзья Максима Павлова рассказывают, что родился он не в Ростове, а вместе с мамой и отчимом переехал из Санкт-Петербурга. Родители определили мальчика в гимназию номер 1. Это место в маленьком городке под Ярославлем считается элитным. Максим рос обычным ребенком, гулял с друзьями, увлекался боксом. После окончания начальных классов его перевели в кадетскую школу. Тоже место не для всех. Многие родители выбивали возможность даже просто попасть в очередь из желающих сюда поступить. Но кажется, все это было не для Максима. По рассказам друзей, юноша быстро вылетел из кадетки за прогулы, и его перевели в обычную школу номер 3. Там он доучивался до 9 класса, пока обстановка в семье накалялась. Отчим стал все чаще его бить, а взрослеющий Павлов не стеснялся давать сдачи. Отчим жестоко избивал его, но и боксер отвечал, сам не раз видел, рассказал один из бывших знакомых парня. Макс фанатиком был и вроде как язычником, но в целом по общению вполне нормальный парень, боксом занимался в клубе «Русич». Символично, да? Начитанный, очень грамотный, не сказал бы, что вспыльчивый, вел себя всегда адекватно, шутил постоянно. Максима трудно назвать проблемным подростком в привычном понимании этой фразы. Он не пил алкоголь, не курил. Посиделкам с бутылкой в подъездах предпочитал занятия спортом. До сих пор сложно сказать, что стало переломным моментом, но когда Максиму исполнилось 15 лет, он начал увлекаться идеологией нацистской Германии. Парень часто сидел на тематических форумах под ником Закир, от его отчества – Закирович. Искал там единомышленников, его страницы в социальных сетях заполнились символиками, запрещенными на территории Российской Федерации, и символами языческих и славянских богов. В сети сохранились фото, где Максим делает приветствие. То самое, правой рукой. В конце концов, парень создал собственную группу, в которой общались поклонники этого направления. Журналисты, следившие за процессом в зале суда, сообщали, что называлась она «Время ненавидеть». Именно в этой группе подросток знакомится с теми, кто через несколько лет будет стоять с ним за одной решеткой. Стоит отметить, что за столько лет идеология очень сильно поменялась. Точнее даже сказать, не сама идеология, а последователи этой идеологии. Как вы знаете, тогда, в то время, главным врагом сторонников этой идеологии были евреи. Не только они, конечно, были еще, например, славяне, которых они вообще мечтали поработить. Про цыган я молчу, вы и так все сами знаете. А вот с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями вообще полный мрак. Они считали их балластом для государства. И, конечно же, не забываем про людей нетрадиционной ориентации. Там они, как вы помните, очень глубоко уважались. А что же мы видим сейчас? Например, те самые чистильщики
выбирали себе врагов по абсолютно иным признакам. Ну, например, им не нравились люди без определенного места жительства. К слову, лет так 10 назад, году в 14-15, очень часто можно было услышать фразу «поясни за шмот». Да, именно у ребят с бритыми головами эта фраза была всегда наготове. И если они видели, что ты как-то не так одет, то нужно было, соответственно, пояснять. Так я вообще к чему это все говорю? А к тому, что от изначальных принципов этой идеологии осталось совсем вот прям чуть-чуть. Хорошо это или плохо, я не знаю, но по сравнению с изначальными постулатами это звучит просто, смешно. Ну вы что, серьезно? Какие шмотки и бомжи вообще? Как вы себя приписали к этой идеологии? В 2014 году, когда Максиму Павлову едва исполнилось 16 лет, он узнал, что значит убивать. После общения с единомышленниками, придерживающимися тех самых запрещенных, так скажем, взглядов, он загорелся идеей очистить планету от отребья. Как рассказывают его друзья, сам парень занимался спортом, не курил, а из алкоголя позволял себе лишь пиво. Поэтому считал, что маргиналы не имеют права на существование. Он в основном говорил о том, что нужно очистить землю от бомжей, проституток и прочих маргиналов. Часто рассуждал об этом, вспоминают старые знакомые Павлова. Но при этом, если ты соответствовал его стандартам, он общался вполне спокойно. Сначала казалось, что это все временные увлечения и разговоры, которые со временем сойдут на нет. Но оказалось, что это не так. Свое первое нападение Максим Павлов совершил в ночь с 5 на 6 января 2014 года. Все началось с обычной прогулки с друзьями. Компания зашла погреться в подъезд дома номер 51 на Октябрьской улице в Ростове. Там молодые люди столкнулись с 20-летним юношей. Доподлинно неизвестно, с чего началась ссора, но в какой-то момент Павлов схватился за нож, который с недавних пор всюду носил с собой. Он несколько раз ударил встречного парня, а затем спокойно вышел из подъезда. Первой жертве Павлова повезло, врачи вытащили парнишку буквально с того света. Самому Максиму удалось избежать наказания, следователи возбудили уголовное дело, но на след Павлова не вышли. Со своей следующей жертвой он встретился в Москве. Туда молодой человек приехал знакомиться с приятелями с тематического форума. Юных последователей, с которыми подружился Максим, было 4. 20-летний Павел Войтов, 24-летняя Елена Лобачева, 18-летний Владислав Каратаев и 22-летний Артур Нарциссов. Трое из компании грезили поездкой на Украину, чтобы вступить в батальон, название которого состоит из 4 букв. Надеюсь, понимаете, объяснять не нужно. Но их планам по официальной версии не удалось сбыться. Павлова, Войтова и Каратаева не пропустили через границу. Формулировка была такой: у несовершеннолетнего Максима не было разрешения на выезд за рубеж от родителей, а у Каратаева и Войтова денег, достаточных для проживания. Они вернулись в Москву и поехали к Войтову. Позже друзья Максима Павлова рассказывают, что он аж дважды ездил на Украину, будучи несовершеннолетним. Но эта информация ничем не подтверждена. После неудавшейся попытки молодых людей пересечь границу, в Москве и Подмосковье началась серия жестоких преступлений. Правоохранители долго пытались связать их между собой, тогда еще не зная, что вся компания была вдохновлена историей серийного битцевского маньяка Александра Печушкина. Все попавшие в поле зрения уголовные дела объединяло одно – они были совершены в местах, где не было камер видеонаблюдения, рассказывал подполковник юстиции Сергей Ажаев, следователь по особо важным делам. Способ убийства был аналогичный, множественные, по нескольку десятков ножевые ранения. А затем и медико-криминалистическая экспертиза показала, во всех этих случаях как орудие преступления использовался похожий нож. Хотя не все ранения наносились именно им, но он фигурировал везде. А потом мы заметили, преступления совершаются вдоль белорусского направления железной дороги. Это уже давало основание сделать вывод, что мы столкнулись с серийными преступлениями. Еще одна очень интересная деталь, за которую я зацепился в процессе написания сценария, это хорошо спланированные преступления. Дело в том, что жертв обнаруживали в каких-то глухих местах. Там не то чтобы камер видеонаблюдения не было, там люди редко ходили. А еще почти у всех жертв не было родственников, либо только дальние, а кого-то и вовсе не могли опознать. И шутить можно сколько угодно о том, что это лысые, неокрепшие умы, которые наслушались всяких басен. Но в одном им отказать действительно тяжело. Это как раз таки в планировании.
Самым дерзким из всех был предводитель банды Павел Войтов. Одно время он жил в Прибалтике, но в 2014 году ему пришлось спешно покинуть Латвию. Войтова обвинили в разрушении еврейских могил. После возвращения в Россию в интернете он познакомился с Павловым и остальными. Большинство преступлений Войтов совершал в одиночку или с Еленой Лобачевой, единственной девушкой в компании безжалостных убийц, в кармане которой хранился нож с розовой рукояткой. После знакомства с Войтовым Лена поменялась. Она стала говорить, что он по-настоящему крутой. Часто приводила его в пример. Особенно радовалась тому, что он не курит и не пьет. Рассказывала на следствии близкая подруга Лобачевой. Он и на меня произвел очень хорошее впечатление. Смущало только то, что он на 5 лет нас моложе. Но однажды я услышала их разговор и была шокирована. Они обсуждали философию и красоту смерти и убийств. Восхищались битцевским маньяком, Печушкиным. При этом подробно разбирали именно практическую сторону его преступлений. Они буквально поклонялись Печушкину и другим серийным маньякам и сами мечтали стать такими же, причем с той целью, чтобы их показали на НТВ. Если раньше Лена сильно увлекалась националистическими идеями, то после знакомства с Павлом ее больше стали интересовать именно серийные убийства. Она быстро перестала общаться со мной и даже изменила свою страницу во ВКонтакте. Подруга Лобачевой также рассказала следователям, что участники банды были вооружены. «При себе у них были ножи», — сообщила девушка. У Лобачевой было при себе 2 складных ножа, один из которых с рукояткой розового цвета. Я видела их зацепленными на клипсу в кармане ее одежды. У Войтова при себе был складной нож в кармане. Я тоже видела клипсу ножа. А на поясе нераскладной нож в ножнах. У Персика, это кличка одного из членов, я видела торчащие из карманов ножи, а под курткой у него был пистолет. Какой именно, я сказать не могу, поскольку полностью пистолет не видела, только его часть. А кроме того, в оружии не разбираюсь. Позже при задержании выяснится, что это был пистолет под названием «Оса», который является травматическим. И, как вы знаете, ну или не знаете, его нужно обязательно регистрировать. Как вы думаете, они это сделали? Конечно же нет. Тут вполне уместно предположить, что у Лобачевой и Войтова, несмотря на разницу в возрасте, был роман. Но это не так. И в отношения они не вступали. Их связывало другое – совместные преступления. Они считали, что очищают землю от маргиналов и готовят себя к грядущим преобразованиям России. На самом деле они просто лишали жизни беззащитных и тех, кто слабее. 2 преступления Павлов с Войтовым совершили вместе. Первое – теплым августовским вечером в подмосковном городке Одинцово. Электрик средних лет нес в руках авоську с молоком, хлебом и пивом. В этот день он шел на свидание к подруге. Максим и Павел заприметили жертву в магазине, как раз когда мужчина наполнял пакет покупками. Завидев среди них пиво, Войтов мысленно вынес случайному встречному приговор. И это, конечно же, не двойные стандарты, когда твоему дружку-боксеру пиво выпить можно, и это ничего страшного, а вот электрику из Одинцова почему-то нельзя. Вообще у таких радикальных ребят все очень-очень странно. Я вот, например, не один раз видел ситуацию, когда идет какая-то шайка малолеток, ну или даже не малолеток, и они видят, как другая шайка копается где-то в снегу в поисках очередной дозы. Конечно же, первые считают своим долгом по какой-то причине пойти и разогнать их. Ну, это в целом-то вообще не их дело. И эта же самая шайка, после того, как разогнала тех, кто ищет дозу, идет кому-нибудь на хату и пьет пиво, водку и другие горячительные напитки. И потом эти же ребята пытаются доказать, что это не одно и то же. Как бы им сказать, что это абсолютно одно и то же? Какая разница, что ты употребляешь, если ты употребляешь? И что самое интересное, они никогда в жизни не задавали и, скорее всего, не зададут себе вопрос: а чем я лучше? Вопрос риторический, потому что ничем. В исполнении приговора Павлу Войтову помогал Максим Павлов. Били ножами вдвоем, не остановились даже когда бездыханное тело обмякло. Парочка озверевших парней шумела так сильно, что один из жильцов дома неподалеку пригрозил выйти и разобраться с ними. Войтов с Павловым скрылись, а тело мужчины осталось лежать на асфальте до приезда полиции. Не прошло и недели после этого инцидента, как на глаза карателей попался 48-летний мужичок, подрабатывавший в Москве на стройках. Сам он приехал из Республики Беларусь, попросил у прораба зарплату раньше положенного, чтобы до осени съездить домой и повидаться с близкими. Но деньги в итоге прокутил с друзьями и в Минск не уехал.
После одной из посиделок строитель дремал на груди тряпья на Белорусском вокзале. Во сне его настигли Павел Войтов и Максим Павлов. Позже криминалисты насчитают 18 ударов молотком и 51 ножом. У мужчины не было шансов выжить. Именно после этого случая стало понятно, что Павлову дьявольски везет. Спустя час после того, как парочка разобралась со строителем, на них обратили внимание дежурящие неподалеку сотрудники полиции. В рюкзаке одного из них правоохранители нашли молоток, пассатижи и 2 ножа. Их повезли в отдел для проверки, но по дороге Войтов сбежал, а несовершеннолетнего Максима Павлова не стали допрашивать без родителей. Выяснилось, что правоохранители изначально не связывали Войтова и Павлова с преступлениями неподалеку от места задержания. Приятелей подозревали в краже, но парни не были к ней причастны. В итоге официальной причиной задержания Павлова стало отсутствие московской прописки, и очень скоро из отдела его забрала мать, приехавшая за сыном из Ростова. По одной из версий, резиновые перчатки, которые Павлов натянул на руки перед преступлением, он выбросил в урну прямо у здания ОВД в качестве издевки над полицейскими. И я напоминаю, что все это происходит в 2014 году, в наше время. Ловят 2 пацанов, начинают обыскивать, видят, что есть предметы, которые похожи на орудие, которым совершают преступление. И просто отпускают. С перчатками вообще забавная история. И если это действительно правда, то я абсолютно ничему не удивлюсь. Потому что прежде чем попасть за решетку, они сделали 14 преступлений. А безнаказанность, как мы помним, всегда ведет к такому безумию. К началу 2015 года следователи изучали места, в которых были совершены преступления. Правоохранители вычислили телефон Лобачевой, который несколько раз засветился на местах преступлений. Позже сотрудники органов выяснили, что Елена Лобачева тесно общается с Войтовым, соцсети которого были завалены запрещенной символикой. Силовики уже хотели вызвать Лобачеву и Войтова на опрос, но один случай перевернул происходящее на 180 градусов. Череду расправ прервало последнее нападение членов банды. В феврале 2015 года Павел Войтов и Артур Нарциссов напали на дворника во дворе многоквартирного дома одной из московских улочек. Тот изо всех сил отбивался от них, кричал. Павлу и Артуру пришлось бежать. Раненый дворник смог подробно описать нападавших, и следователи принялись за поиски. Через 3 дня были задержаны Павел Войтов и Елена Лобачева. Чуть позже попали в СИЗО Влад Каратаев и Максим Павлов. Последний был уверен, что его не найдут, поскольку во время преступления он был крайне осторожен. Но показания Войтова и детали расследования привели следователей и к подростку из Ростова. Последним был пойман Артур Нарциссов, уехавший прятаться в другой город. Там он попался полиции на краже сосисок. Это не шутка, если что. Следствие длилось больше 2 лет. Все это время преступники провели в СИЗО. Такая вот трагикомедия. Сначала ты издеваешься над бомжами, а потом воруешь сосиски в магазине. Такие вот идейные ребята. А еще очень показательно то, что 3-й член банды, Персик, родившийся в 1996 году в городе Павлово Нижегородской области, Владислав Каратаев, инвалид 3-й группы, состоявший на учете у врача-психиатра и судимый за торговлю веществами. Несмотря на это, Каратаев был активным националистом, требовавшим чистоты расы и рядов. Приговор банде чистильщиков выносил Мосгорсуд 23 октября 2017. На тот момент Максиму Павлову исполнилось 18 лет. И из зала суда на эту компашку смотрели родные их жертв, которые в большинстве своем были обычными работягами. Погибшим просто не повезло оказаться на пути преступников. Правда, самим маньякам было все равно. Они смеялись, бахвалились, а Павел Войтов красовался в футболке с надписью «Только ненависть», которую ему прислали поклонники. Максим Павлов, казалось, гордился тем, что сделал. От совершенных им преступлений он не открещивался, но срок себе скостить пытался. Убеждал окружающих, что его зомбировали в интернете, когда подросток просто хотел найти материал о вреде курения. А также пытался объяснить свое поведение тем, что в детстве его поколачивал отчим. Максим рассказал присяжным слезливую историю о том, что в подростковом возрасте его избил бомж, вселив таким образом ненависть и неприязнь ко всем маргиналам. Но кажется, что желание покрасоваться преступлениями было сильнее желания остаться на свободе. Кто дал вам право убивать людей? Приводили вопрос подсудимым государственного обвинителя, прокурора Ярослава Мыц, журналиста МК. Право решать никому никогда не давалось. Я смог взять на себя эти полномочия, ответил Максим Павлов.
Ну и конечно же, я не могу вас оставить без подробностей о жертвах этих преступлений. Пробежимся по всем кратко, чтобы вы могли сопоставить почерк и найти сходство, которое видно невооруженным взглядом. 4 июля 2014 года парк Кускова. 33-летний плотник-выпивоха после веселого вечера с другом шел домой и столкнулся с Павлом Войтовым и Владом Каратаевым на Парковой аллее. Он только успел крикнуть «За что?», увидев перед собой лезвие ножа. Эксперты насчитали 171 рану. 13 июля одинокий мужчина сидел на скамейке возле дома на Измайловском бульваре. Вряд ли он даже слышал, как к нему подошли двое – Войтов и Елена Лобачева. Били по очереди то молотком, то ножом со страшной силой. Следы мозгового вещества нашли на расстоянии 5 метров от тела. Пострадавший Виктор приехал в Москву из Оренбургской области на заработки. Шел с работы, присел попить пиво. На родине осталась маленькая дочь. 26 июля. Задворки Белорусского вокзала. Здесь испокон веков были владения бабы Тани. Ее знали все местные жители. Милая бабуля все лето сидела под раскидистым деревом с книгой. На вопросы о жилье отшучивалась, мол, украла 1 000 000 рублей, и родственники выгнали ее из дома. Войтов подкрался к бабушке в темноте, ударил ее сначала молотком, потом более 40 ножевых ранений. Орудовал он в резиновых перчатках, чтобы не оставлять следов. 30 июля. Рядом с платформой «Беговая» в шалаше Войтов зарезал 25-летнего бродягу. Жизнь бродяги была, в общем-то, нелепой и нескладной. Сам он сидел за убийство, пытался устроиться сначала в родном Смоленске, потом в Москве. Все без толку. И вот финал. 13 ножевых ранений. 2 августа. Адреса повторяются. Снова Измайловский бульвар. Снова мужчина дремлет на скамейке ранним утром. Электромонтажник по профессии. Видимо, перебрал накануне. Удары, нанесенные Войтовым, были настолько сильными, что оказались повреждены шейные позвонки. У пострадавшего в Чувашии остался 13-летний сын. 4 августа. 40-летний бомж спал на скамейке, все в том же Кусково. Строго говоря, он и бомжом-то не был, просто стало невыносимо коротать вечера в малюсенькой коммуналке в Вишняках после развода с женой. Вот и ходил ночевать в парк. Войтов с такой силой ударил его, что сломалась ручка молотка. Потом, вообще не поддается здравому смыслу, внутренности он достал и положил в пакет с вещами жертвы. Вот и думайте, какая каша была в башке этого недочеловека. 8 августа. Сиреневый бульвар. Тело 26-летнего парня было настолько обезображено, что когда его доставили на родину, в Нальчик, матери посоветовали не открывать гроб. Николай не бродяжничал, не бездельничал, трудился мастером в мясном цеху, охотно оставался на работе сверхурочно. Летней ночью уснул на лавочке недалеко от дома. Войтов и его подруга Елена Лобачева сначала прошли мимо, но потом вернулись на запах спиртного. 21 августа. В скверике на Новозаводской улице убит опустившийся пьяница. В его сумке не было вообще ничего, даже ломтя хлеба. Жена потом рассказала, что бывший супруг не просыхал последние 12 лет. Мимо такой мишени Войтов, конечно же, пройти не мог. 48 ножевых. 23 августа. Подмосковная Одинцово. Об этом я уже рассказывал. Мужчина, не старый еще и вполне трезвый, направлялся в гости. В пакете молоко, хлеб и пиво. Но когда Анатолий отоваривался в магазине, на него упал взгляд Павла Войтова. Покупает пиво? Значит, алкаш. Это преступление главарь банды совершил вместе с самым юным участником, 19-летним Максимом Павловым. Били ножами вдвоем, шумели так, что один из жильцов выглянул в окно и недовольно потребовал убраться по добру по здорову. Увы, Анатолия это не спасло. Он был первоклассным электриком и даже командировался в Сочи, в предолимпийскую эстраду. 31 августа. Об этом я тоже кратко рассказал. Та же парочка напала на колхозника из Белоруссии, 48-летнего мужика, подрабатывающего в Москве на стройках. Зарплату он попросил раньше времени. Он дремал на груди тряпья около подъездных путей Белорусского вокзала. Ну, так он и ушел на тот свет, во сне. 13 сентября. На улице Земляной вал Войтов и Лобачева присмотрели очередную жертву. Бомжа, еле державшегося на ногах. Достали молоток, и ведь не ночь была, люди шли мимо. Никто не захотел ничего замечать. 23 сентября. Около платформы «Рабочий поселок» Войтов уроженца Дагестана. Выколол ему глаза. Нож он потом подарил Лобачевой со словами «Я снова очистил мир». 27 сентября. Улица Ремизова. К Войтову подошел подвыпивший прохожий и попросил помочь отовариться в магазине. Павел сбил его с ног ударом кулака и несколько раз ударил в шею ножом.
При этом присутствовал муж подруги Елены Лобачевой, но не осмелился даже рот раскрыть, не то что позвать на помощь или потом сообщить о преступлении. А погибший обычный парень, монтажник, отец 6-летнего сына, в ту ночь был в гостях и вызвался сбегать, куда душа попросила. 21 октября уже традиционное место, теплотрасса в километре от Белорусского вокзала, женщина-бомж. В безумной жестокости Войтов превзошел себя, на опознание матери голову предъявили отдельно от тела. 15 февраля 2015 года стало последним днем банды Войтова. В то утро Павел и его новый единомышленник Артур Нарциссов подкараулили дворника-таджика во дворе дома по улице Красный Казанец. Все шло по обычному сценарию. Невинный вопрос, удар в лицо, нож в бок. Но Даниэль оказался не из робких. Начал яростно отбиваться, кричать. Преступники были вынуждены бежать. Дворник очень подробно описал их, а отследить путь отступления помогли камеры видеонаблюдения. Через 3 дня взяли Войтова и Лобачеву, чуть позже Павлова и Каратаева. Влад при задержании пытался порезать себе вены. Кстати, этот же фокус он проделывал потом еще дважды, в СИЗО. Всех членов группировки признали вменяемыми. Павлову пришлось отвечать за содеянное, но срок в сравнении с приятелями он получил меньше. Максима приговорили к 9,5 годам лишения свободы, в то время как Войтов получил пожизненное. На свободе Максим окажется в 29 лет. Исправила ли Максима отсидка? Известно это станет лишь когда он окажется на свободе. Остается надеяться, что он не продолжит очищать мир от недостойных, подобно не знающему пощады языческому богу. Одному из тех, в кого он верил. Помните фиксиков? Так вот, таких нелюдей даже они не починят. Удивительно большое количество жертв. Удивительная жестокость, которая абсолютно ничем не оправдана. И лично мое мнение, что вся эта банда заслужила пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Но, увы, закон диктует свои правила. Что касается Максима, так я полностью уверен в том, что в его голове ничего не поменялось. Но вы сами подумайте, такое большое количество жертв и такой абсолютно несопоставимый срок. Для любого преступника это как зеленый свет. Вот только я не понимаю, зачем ждать второго раза. В любом случае, если он еще раз совершит что-то подобное, это уже рецидив. А это уже, скорее всего, пожизненное. А на сегодня это все, друзья. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, а также не забывайте про Telegram, в котором я публикую самые свежие анонсы и общаюсь с подписчиками. Всем до встречи!